Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку событий из TimePad в Viber. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые события из TimePad в другие системы. Например, вы сможете отправлять уведомления себе в Viber для того, чтобы вовремя реагировать и никогда не пропускать важные события. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных TimePad. Теперь необходимо указать действие. Выбираем «Получить данные». На этом этапе вам необходимо создать виртуальный аккаунт TimePad в сервисе Apex Drive. В этом окне вы можете дать ему название или просто кликнуть «Сохранить». Когда созданный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите URL для приема данных. Именно на эту ссылку будут приходить новые данные из TimePad. Для того, чтобы продолжить настройку, необходимо скопировать URL и перейти в личный кабинет TimePad. Переходим в раздел «Организация». Далее «Интеграции веб-хуки». На этом этапе вы можете добавить веб-хук при отправке разных событий. В данном случае я хочу получать уведомления в Viber при изменении статуса билета. В поле URL вставляем скопированную ссылку в сервисе Apex Drive. После этого необходимо сохранить изменения. Далее переходим на страницу события и тестово осуществляем покупку билета. После этого возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные, которые мы только что сгенерировали. Если на этом этапе данных нет, попробуйте выполнить действия, которые были описаны ранее. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных TimePad успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Viber. Далее необходимо выбрать действие «Отправить сообщение». На этом этапе вам необходимо подключить ваш Viber к сервису Apex Drive. В этом окне вы можете дать название аккаунту или просто кликнуть «Сохранить». Теперь необходимо кликнуть по логину Viber для того, чтобы перейти в ваш Viber и подключить его. После того, как вы добавили наш паблик аккаунт, его необходимо запустить. Для этого копируем строку для подключения Viber бота и отправляем ее в виде сообщения. После того, как вы получили подтверждение о подключении, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите поле сообщения, в которое можете назначить переменные из TimePad. Для того, чтобы это сделать, кликните в поле и выберите переменную из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете использовать не только переменные, но и прописывать значения вручную. Для того, чтобы перейти на следующую строку, используйте Enter. Когда все необходимые переменные назначены, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных,
которые будут отправляться в ваш Viber при каждом новом событии из TimePad. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликните «Отправить тестовые данные в Viber». После успешной отправки переходим в Viber и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных Viber успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!